С 10 января очень сильные боли в животе. Начинаются слева в подреберье, переходя на спину, опоясывая и затем опутывая весь живот. Анализы в норме. При обращении в больницу 15 числа диагностировали гастрит. Боли сильные продолжаются. На УЗИ от 13.01 эхографические признаки гепатомегалии, взвеси в желчном пузыре, увеличение размера хвоста поджелудочной железы, пневматизированные петли кишечника. До 10 числа были очень сильные отеки по всему телу в течение 2 месяцев и метеоризм. Можно еще глянуть легкие, попали на снимки, пожалуйста. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 47 лет. Дата исследования 17.01.2026 года. Область исследования – брюшная полость, забрюшинное пространство. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких на уровне сканирования очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Пневматизация легочной ткани в зоне сканирования неравномерна. Желудок обычных размеров на 17 мм пролоббирует в грудную клетку. Печень ККР-ПД 133 мм, ККР-ЛД 47 мм. Контуры четкие, ровные, нативная плотность плюс 54, плюс 62 HU. Диаметр портальной вены 12 мм. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Желчный пузырь обычных размеров, в шейке перегиб. Рентген-контрастные конкременты не определяются. В холедах до 5 мм. Поджелудочная железа размером 27-20-27 мм. С четкими ровными контурами. Паренхима однородна. Плотность плюс 37, плюс 45 HU. Вирсунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Селезенка не увеличена, с четкими ровными контурами. Без рентген-контрастных очагов. Капсула прослеживается на всем протяжении. Надпочечники не увеличены, обычной структуры Y-образной формы. Правая и левая почка нормальных размеров. Паренхима однородна. Чашечно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки структурна. Паранефральная клетчатка интактна. В синусе правой почки единичные простые кисты до 5 мм, левой до 8 мм. Абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Диаметр аорты и нижней полой вены в пределах возрастной нормы. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника. На уровне пупка диастаз прямых мышц живота 27 мм. При внутривенном болюсном введении контраста очаги патологической васкуляризации не выявлены. Паренхиматозные органы накапливают контраст без особенностей. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно без особенностей. Заключение. КТ-картина неравномерной пневматизации легочной ткани, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, перегиба стенок желчного пузыря, атеросклероза аорты, диастаза прямых мышц живота, кисть обеих почек Босняк-1, умеренно выраженных дегенеративно-дистрофических изменений поясничного отдела позвоночника. Рекомендована консультация терапевта, КТ органов грудной клетки. 17 января 2026 года кандидат медицинских наук, доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Чего-то критичного, жизнеугрожающего в животе нет. Печень, поджелудочная железа не увеличены, структура их нормальна. В то же время есть грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, перегиба желчного пузыря, что может давать боли в животе. В обоих почках мелкие кисты, они значения не имеют. Легкие в зоне сканирования неоднородной пневматизации, но тут нужен весь объем легких, чтобы точно сказать, что это. Вам нужно к терапевту.